Доброе утро. Сегодня у нас инстазум с Джином. Мы разбираем карты Джима Керри и Джека Николсона. Как обычно, мы не можем выходить с Джином в прямой эфир в Инстаграме, поэтому мы будем через Инстаграм транслировать то, что происходит у нас в Зуме. Сейчас я переключу камеру на собственно, наш секундочку. Да. Доброе утро. Не очень хочет держаться, но попробуем. Может, успеешь сделать. Сейчас технические настройки наши. Оп. Так не хочет. Ну, ладно. Hello, Jin. Hello, Eva. How are you? I'm good, thank you. Good. Доброе утро всем. У Джина дела хорошо, и сейчас мы начинаем нашу очередную сессию инстазума с Джином Пэхом. Окей, Джин. Okay, so good morning, everybody. Oh, Natalia is here too, so that's good. Доброе утро, и Наталья из Якутска здесь. Okay, so today we're looking at the chart of Jim Carrey and Jack Nicholson. Сегодня мы будем смотреть на карты Джима Керри и Джека Николсона. Yes, so let's call up. Okay, I do the demonstration. Okay, so this is Jim Carrey. Jim Carrey is born in January 17, 1962, between 1 o'clock and 3 o'clock in the morning in the ox hour. Итак, это карта Джима Керри. Он родился 17 января 1962 года между часом и 3 ночи в час быка. So looking at Jim Carrey's chart, he's born in the yin fire ox hour, the yin wood rabbit day, the yin metal ox month, and the yin metal ox year. И глядя на его карту, мы можем увидеть, что он родился в час огня на быке, в день дерева на кролике, в месяц металла на быке и в год также металла на быке. So looking at Jim Carrey's chart, you can see that there are 3 ox branches. That's very clear. You can't miss it. Ну и глядя на его карту, вы можете увидеть вот такие вот 3, не можете не заметить, да, 3 земные ветви, относящиеся к быку. То есть 3 быка. Okay. So the most prominent element in Jim Carrey's chart is? Поэтому самый постоянный элемент в карте Джима это? Well, with 3 ox branches without any combinations, it is earth. И так как это 3 быка и нет никаких комбинаций, то это элемент земли. So Jim Carrey is a yin wood day master. И Джим Керри сам мастер дня инь-дерева. So earth to yin wood is wealth element. И вот это вот земля для мастера дня дерева это элемент денег. Because wood controls earth. Потому что дерево контролирует землю. So wood controls earth. So the element that you control, regardless of whether you are a man or woman, a yin or yang, is the wealth element. Ну и здесь независимо от того, вы мужчина или женщина, если ваш мастер дня янский или инский, не важно, контролирует вот этот основной поток, то это называется карта денег, да, то есть карта следования за деньгами. So Jim Carrey's useful element number 1 is earth, and number 2 is what produces earth, which will be fire. И поэтому
по полезности элементов. На первом месте у него будет стоять элемент Земля, на втором месте будет стоять то, что поддерживает Землю, а это элемент огня. So the element that controls the element that controls the earth element is wood. So wood is number 5, and the element that controls fire is water, and that's number 4. И так как Земля будет страдать от контроля дерева, то на 5-м месте по благоприятности, то есть самый неблагоприятный будет элемент дерева, а на 4-м месте будет стоять вода, которая контролирует второй полезный элемент огонь. Okay, so looking at Jim Carrey's chart, he became successful at 34, which was during the Yang Earth Dog Luck cycle. И глядя на карту Джима Керри, он стал вот знаменитым вот здесь уже в 34 и в 39, когда он проходил через жизненный цикл Земли. То есть вот здесь у нас Земля, и собака тоже относится к Земле. Okay. The problem with Jim Carrey's chart is that he's sitting on the rabbit. И проблема карты Джима Керри в том, что он сидит на кролике. So the кролик is contains wood, and the wood is attacking all the useful element, the earth. И кролик содержит дерево и атакует все вот эти вот весь полезный элемент земли. So it just when the house or spouse contains a negative element, it means that the marriage might not be the best. Ну и когда у нас дом брака содержит вот такой вот неблагоприятный элемент, то это может означать, что брак будет как бы таким страдающим, не лучшим. Any questions about Jim Carrey? Какие-нибудь вопросы у вас есть по этой карте Джима Керри? Silence. И тишина. Because everything is clear. Oh, okay. So you mean this rabbit as a negative element? The reason why he had so many stories with girlfriends that are Correct. То есть идея в том, что вот этот элемент дерева в доме брака, в кролике, он и является причиной вот всех этих негативных историй, связанных с девушками Джима Керри. Okay. Okay. So that's Jim Carrey. We can always go back to Jim Carrey later, but the next one. Мы всегда сможем вернуться к Джиму Керри. This one is Jack Nicholson. А вот это Джек Николсон. Okay, that's a bit more difficult. Looking at Jack Nicholson's chart, he is born on April 22nd, 1937, and he's born between 11 o'clock and 1 o'clock in the afternoon. Итак, глядя на карту Джека Николсона, можно сказать, что он родился 22 апреля 1937 года между 11 часом дня. He is born in the Yang Metal Horse Hour, Yin Earth Rabbit Day, Yang Wood Dragon Month, and Yin Fire Ox Year. Итак, он родился в час Ян металла на лошади, в день инь земли на кролике, а в месяц Ян дерева на драконе и в год инь огня на быке. So there is no pattern which is clear in his chart. И здесь нету такой ясной структуры в карте. But we are able to give a classification because he is born on a yin. There are 2 earth branches in his chart, the dragon month and the ox year. Но, тем не менее, мы можем дать классификацию. Мы можем увидеть, что вот здесь у него есть 2 земляные ветви, и сам он родился в день Земля инь. So this means that he is a competitive earth chart. И это показывает нам, что он карта конкурентной Земли. So last week we looked at Nicolas Cage, who's competitive wood. So now Jack Nicholson is competitive earth. И на прошлой неделе мы смотрели на
Николаса Кейджа, он был конкурентным деревом, а на этой неделе Джек Николсон у нас конкурентная земля. I was going to say that, so remember for Nicolas Cage, we needed to reduce the strength of his competitors. So number one is the output element, number two is the power element. И как помните, было с Николасом Кейджем, то, что мы старались как бы убрать, обесточить, да, конкурентов, то есть ослабить их. И поэтому на первом месте для карт конкурентных будет стоять самовыражение, а на втором будет стоять элемент власти. Okay, so for Jack Nicholson, the first useful element, which is output, will be metal, and the second useful element, which is power, is wood. И поэтому для Джека Николсона на первом месте будет стоять элемент металла, самовыражения, а на втором элемент власти – это дерево. And with these competitive earth elements, when they go through an earth luck cycle, they can also become dominant because there's no combinations with earth charts, so they need to have more numbers to make them dominant. И, в общем-то, для этих карт конкурентных, они когда будут проходить через жизненные циклы другой Земли, то они могут становиться доминирующими, так как у Земли нету комбинации, нету треугольника своего собственного, поэтому любой элемент Земли будет делать карту доминирующей. So you mean when he was at 31, here he was dominant? Correct. And also at 46 and 56, etc., etc. Ну и, собственно, вот в эти жизненные циклы с 31, 46, с 56 и с 61, вот во все эти жизненные циклы Джек Николсон становится доминирующей картой Земли. То есть добавляется еще количество Земли и происходит перевес в доминирующую карту. Maybe not the dog. Ну, может быть, нет. Может быть, вот собаку не будем считать, да? You mean because the dog and the horse. Yes, exactly. Не будем ее считать, потому что собака комбинируется с лошадью и создает поток огня. Вот здесь. Вот. Но все остальные жизненные циклы Земли, которые не находятся в комбинации, означает, что он становится доминирующим. There's a power combination in Jack Nicholson's chart because the yang wood in the month combines with the yin earth in the day. И есть комбинация с властью в карте Джека Николсона, потому что ян дерева в месяце комбинируется с его мастером дня. So this means career success. It does not mean that he changes into an earth chart. Well, he's an earth chart anyway. И здесь не происходит никакой трансформации, ни в какую земляную карту, ну, потому что он и так земляной, но это будет означать профессиональный успех в его жизни. So what else about Jack Nicholson? So he became successful. I would say 31 is about right. And then, я бы сказал, что да, он стал знаменитым, вот это время 31, это такое правильное, да, когда он, в общем-то, стал знаменитым. So yeah. So any questions about Jack Nicholson? Какие-то вопросы про Джека Николсона есть у вас? Джин, Yes. what about this 36? It's also good because Yes, because it's metal element, correct. And what about the peak is also good because it's wood. Wood controls the competitors, correct. The competitors. But what will happen when it will be it was 41 and it was the water combination? Not so good, I think. I think during the luck cycle, his movies were not as successful. Because as I remember, the water element is the worst element for the... Correct. For competitive charts, they do not like the wealth element. Ну, и я тут спросила насчет остальных жизненных циклов. В 36, когда пришел Ян Металл, это был благоприятный элемент, и все было хорошо. В 51, когда пришла свинья, содержащая дерево, это было тоже хорошо. Вот. А в жизненном цикле крысы в 41, когда произошла комбинация, то есть дракон скомбинировался в воду,
с крысой, это было неблагоприятно, потому что, ну, во-первых, в это время у него и фильмы не очень были популярны его, а во-вторых, здесь для конкурентной карты вот этот элемент, для конкурентной карты Земли элемент воды – это самый неблагоприятный элемент. Поэтому, безусловно, это было время неудачи. Окей. Есть ли у вас еще вопросы какие-то, пожалуйста, задавайте их либо в чате в Инстаграме, либо здесь в чате, либо просто включайте микрофон и голосом спрашивайте. Так, вот Ирина спрашивает, а что с его здоровьем? Вы имеете в виду Джима Керри или Джека Николсона? То есть, Ирина, уточняйте, какую карту смотрим. Джин, there is another question, but about the chart of Jim Kerry. Yes. Switch to back, yes? Mm-hmm. Вопрос у нас по карте Джима Керри. Какие будут удачные, хорошие годы, порадуют нас своим творчеством или нет? So, what are the good years for Jim Kerry? Will he satisfy us with the new good movies? Metal, earth, and fire years. Для Джима Керри подходят металл, земля и огонь. То есть эти три элемента в годах, которые принесут ему удачу. So it means this year is good. Yes, this year will be quite a good year. Well, yeah, this year is metal and earth, so it's good for Jim Carrey. Этот год будет хорошим для Джима Керри, потому что металл и земля – это благоприятные элементы для него. Окей. Еще какие-то вопросы? Ага. The question about Джек Николсон. Yes. What is with his health? What is with his health? That's a very general question because there's also the human element involved with the person because, you know, you cannot say that everybody born on this day will have a heart attack. It's also your own actions that determine it. Ну, такой вопрос, который Ирина задала, что же со здоровьем Джека Николсона, он такой достаточно общий, потому что здесь мы не можем ручаться за человеческий фактор, и нельзя сказать, что все люди, кто родился в этот день, у всех будет сердечный приступ. То есть все-таки это будет зависеть от самого поведения. Вот. Another question. У нас в Инстаграме. Радостно, что конкурентные карты могут многого добиваться. Это про Джека Николсона. Ага. It's not a question, it's just a statement that it's good that competitive charts can do a lot, because this lady is also competitive. Okay, that's good. And so Irina, the worst thing people can say is that competitive charts cannot achieve anything in life because Jek Nicholson achieved a lot in life and he is a competitive chart. And also Nicolas Cage. Yes, exactly. И Джим говорит, что самое худшее, пожалуй, что вы можете сказать, это то, что конкурентные карты не могут ничего добиваться в жизни. Это не так. Посмотрите на Джека Николсона, посмотрите на Николаса Кейджа. Это все конкурентные карты, которые многого добились в жизни. Так, from that lady, Ирина, она говорит, значит, что Джек Николсон резко исчез с экрана. She says that Jack Nicholson stopped being filming. It was very, how to say, straight, yeah, direct straight. So she was afraid that there something happened with his health. Yeah, that's true. But he's still healthy and he's still here. Но Джек Николсон все еще здоров и прекрасен. I think he's 84 this year. Я думаю, ему 84 в этом году. That's good. Это хорошо. Any more questions? Еще какие-то вопросы у вас есть? Or maybe we should discuss or announce the next week. Yeah, next week we are discussing the charts of Joe Biden, the president, and the vice president, Kamala Harris. And yeah, and funnily enough, the lady who suggested it is not online today, but you know, everybody has their reasons. So yeah. Значит, в следующий раз, в следующий четверг мы будем
рассматривать карты Джо Байдена и вице-президента, what is his name? Harris. Вот, будем их карты рассматривать. И интересно то, что девушка, которая это предложила, сегодня ее с нами нет в эфире, но надеюсь, что в следующий раз она будет, потому что, в общем-то, это было ее предложение. Но будет интересно, посмотрим. Если есть еще какие-то у вас соображения, предложения, вы можете всегда писать в чат Telegram бацзы Today, либо вы можете, пожалуйста, включайте микрофон и задавайте голосом свои вопросы, ну или пишите, звоните, всегда будем рады ответить. Okay. Any more questions? Еще какие-то вопросы есть? Камала Харрис, да, так ее зовут, вице-президента Америки, которых мы будем разбирать на следующей неделе, также в четверг в 10 утра. Okay. Yeah, people say thank you. Anybody otherwise that people wanted to talk about? I mean, we can prepare for the following week as well. Merkel, they want to look at Merkel, Angela Merkel. Angela Merkel, yeah, we can talk about Angela Merkel. Да, хорошо. Какие у вас еще есть предложения на будущее? Высказывайтесь. Anyone else? Еще кого-нибудь? Анджела Меркель и кого-нибудь еще? Сегодня какие-то все стеснительные. Никто не решается. Okay, Jin, I think that the suggestion is with Macron. Yep, Angela Merkel and Macron, very good. That's a good pairing. Когда Анджела Меркель и Макрон будут через неделю, сразу после американского президента. Okay, very good. All the politicians. Очень хорошо, пошли по политике. Okay. Начали с этих, кто там у нас были, Пугачевы, да? Певцы и артисты, кино, и закончили политикой. Ну, не закончили, а в смысле продолжаем, да? Навального предлагают разобрать, мы его смотрели. Настя, ты можешь посмотреть запись эфира. Там у нас есть Навальный, Путин и жена Навального. Мы разбирали 3 карты, одни из первых эфиров. There was a question about Navalny, but I just said that we already did it. That they can watch it in the past video. Okay. Хорошо. Okay. So, Jin, then I stopped then the Instagram. Okay. Спасибо всем большое, что пришли. Сейчас я эту запись завершаю. Если кому-то будет интересно посмотреть, то она сохранится в Инстаграме, а также будет в доступе ссылочка на то, чтобы посмотреть. Я вам пришлю в наш Телеграм-канал. So, say goodbye. Bye-bye. Thank you for listening in. See you next week about Joe Biden and Kamala Harris. Спасибо, что пришли, послушали. Увидимся с вами на следующей неделе и рассмотрим карты Джо Байдена и Камала Харрис. Another suggestion, Willis Simpson and Edward VIII. But that's going back quite far. I don't know whether I can find the calendar go that way. Не уверен, что он может найти. That's a good idea. She was very well known at one stage. Willis Simpson and Edward VIII. Yeah. Да, он говорит, идея хорошая. Они были очень известны в свое время, но не уверен, что сможет найти их карты. Okay, so then I stop the recording. Yep.